этой серии мы рассмотрим оружие, броню, инструменты, которые вводят свои модификации, а также апгрейды, с помощью которых все это можно улучшить. Итак, здесь вводится два сета. Это темный сет и сет края. Значит, вот так вот они будут выглядеть, если мы наденем на себя. Вот так вот сет темной стали выглядит. И вот так вот у нас будет выглядеть сет края. Вот эти сеты можно апгрейдить. Для этого нам потребуется для начала сделать такой вот бланк. Вот он делается в заводе сплавов. Далее из бланков уже делаются определенные апгрейды. Например, чтобы сделать вот такой вот, нам потребуется апгрейд. Бланк апгрейда совместить с самородками и палками. Далее мы берем в руки такой вот апгрейд. Если нажать Shift по нему, мы увидим следующую информацию. Во-первых, что дает, да, это нам, к сожалению, здесь некоторые апгрейды на английском. Вот, ну, примерно можно понять, да, то есть, что он дает. Здесь он, допустим, у нас дает возможность что-то апгрейдить, да, там не без наковальни. И также внизу мы видим такой раздел Can be applied to, то есть, где он может быть применен. Применяется он на сете Any Dark Steel Item, то есть на любом предмете из темной стали он может быть применен. И еще видим розовым подсвечено One Levels Need, то есть нужен один уровень опыта для того, чтобы активировать этот апгрейд. Чтобы его активировать, ну, там тоже снизу есть информация, просто берем в руки, да, и нажимаем правый клик. Единица опыта у нас потратилась, и мы зарядили, соответственно, вот этот апгрейд. Дальше, чтобы этот апгрейд нам поставить на броню, мы можем воспользоваться такой вот наковальней. Именно из темной стали, из этого мода. Открываем наковальню, тут есть такое вот окошечко. Берем, кладем сюда шлем, например, да, и вот тут открывается интерфейс. Сюда, собственно, мы можем вот эти вот апгрейды класть. Вот у меня здесь вот есть апгрейд на очки откровения, да, то есть вот эти апгрейды, они также совместимы с другими модификациями, например, с Forestry, с Thaumcraft. Вот если мы кладем, мы получаем, соответственно, эффект, который снижает затраты ВИС на 5%. Очень интересно, да. Давайте, кстати, что сделаем. Вот у нас все апгрейды. Я их рассматривать каждый отдельно подробно не буду. Вся информация есть, если мы шифтом будем зажимать. Да, тем более, как мне кажется, большинство из них особо интересно не представляют. Единственное, что вот интересно, вот эти вот, которые прокачивают наш темный сет до, по сути, сета пчеловода, да, те же самые эффекты имеет. Есть также вот на откровение тоже можно прокачать. Вот я давайте возьму уже прокачанную, почти полностью броню, соответственно, из темной стали. И то же самое из края. Возьмем, сейчас посмотрим, какие там апгрейды стоят, какие эффекты мы получаем. Вот я беру шлем, да, и видим, здесь у нас все апгрейды стоят. Вот у нас здесь есть апгрейды, которые, по идее, нам должны давать возможность апгрейдить нашу броню без вот этой вот наковальни. Здесь есть что-то на шумопонижение, как я понимаю. Есть также расширение на зарядку, по всей видимости, от солнца, да. Вот, генерирует энергию от солнца, мы видим эту информацию, да. Есть расширение на инвентарь, что интересно, да. Вот. Кстати, инвентарь там можно посмотреть в разделе управления, там найти пункт, настройки управления, где пункт у нас, так, найдем сейчас, броня из темной стали, здесь есть кнопка, соответственно, сейчас посмотрим. Open Armor Inventory, то есть открыть инвентарь вашей брони. Вот, я поставил себе на точку, вот если ее нажать, допустим, сейчас я надену эту броньку на себя, нажимаю точку, и у меня открывается тут такой вот забавный инвентарь. То есть это как бы внутренний инвентарь вашей брони. Вот, если у вас броня, естественно, прокачана вот этими апгрейдами, и сюда можно скидывать какие-нибудь ресурсы. Вот, причем, что интересно, у каждого элемента моего сета, да, есть свой собственный инвентарь разного размера. Вот такая вот интересная штука. Здесь вот тоже у меня, ну здесь у меня, соответственно, сет на мне. Давайте еще посмотрим, какие здесь апгрейды у меня стоят на... Ну, то здесь тоже вот сюда максимум. Видите, здесь есть и эффект у нас шляпа пчеловода, да, там есть она откровение, вот все на максимум прокачано. Шифтом можно дополнительную информацию увидеть. То есть таким вот способом, с помощью наковальни, мы можем и таких вот апгрейдов прокачивать нашу броню и делать ее вот такими вот эффектами. Кстати, если мы возьмем, опять же, в руки броню, да, там, и шифтом нажмем, то мы подробную информацию все о нашей броне увидим. Когда мы ее, кстати, проапгрейдим, нам нужно будет ее запитывать энергией из этого мода.
чтобы вот эти эффекты активировались. Ну вот, соответственно, мы видим таким вот бирюзовым цветом, да, все наши эффекты, которые здесь установлены. Вот шляпа пчеловода, защита от пчел, там усиление поглощает 90% урона энергии, откровение снижает затраты ВИС и так далее и тому подобное, да, там зарядка от солнца и так далее. Отображает расположение ближайших звуков. Вот, все эффекты мы можем здесь увидеть. Вот таким вот образом. Довольно интересная механика. Давайте дальше перейдем к рассмотрению инструментов и снаряжения. Есть щиты, также из темной стали и из края. Вот такой вот крафт щита. Вот. И их тоже можно с помощью вот таких вот апгрейдов прокачивать шифтом. Ну, здесь вот, как я понимаю, только на усиление, да. То есть тоже поглощает урон максимально, пока эти, соответственно, предметы у нас запитаны энергией. Так, далее давайте в оружие инструменты посмотрим, что у нас здесь появляется. Здесь есть луки из темной стали и есть, значит, из лук края. То же самое касается топоров. Вот, есть ножницы, есть кирки. Есть такие вот интересные штуки типа Dark Backhoe и Dark Crook. Как я понимаю, это коса и, видимо, что-то типа комбайна непонятное такое. Есть еще такой меч края, очень крутой. Вот, крафтится он, соответственно, у нас таким вот образом. Давайте здесь тоже крафты я покажу. Вот здесь как раз используется скелетный подрядчик, который делается от отрубателя и скрещивателя. Вот он, лук края. Вот у нас ножницы, темный, довольно простой крафт. Темная кирка, тоже не сильно сложный крафт. Вот эти вот приспособления тоже. Вот, и все, опять же, вот эти инструменты можно прокачивать с помощью апгрейдов. Вот, ну, как правило, я вижу, что они все, вот я прокачанные версии здесь тоже поставил снизу. Они, как правило, все на усиление прокачиваются. Но есть некоторые вот еще дополнительно что-то на направление, там директ. Здесь вот, ну, здесь уже больше намного настроек на кирку, да, стоит у нас. Вот, на глубину, как я понимаю, на направление, усиление, ложка, эксплозив, видимо, что-то в виде удара, путешествие. Ну, там все, если шифтом нажать, все подробную информацию мы увидим, да. Главное эти апгрейды накопить и установить вот эту кирку с помощью наковальни. То же самое касается топора. Вот, так, еще вот есть кирка края, меч края. Вот такие вот инструменты. Что интересно, я вот рекомендую вам присмотреться к такому вот мечу края. Чем он еще особен, помимо прочего? Вот если мы Shift нажмем, мы увидим, что у него повышенный шанс на выпадение черепов и жемчуга края. Что особенно может быть интересно, если вы только начинаете там развиваться, да, то есть вам нужны черепа, например, там, и жемчуг края побольше выбивать. Такие вот мечи, кстати, нередко можно найти в данжах, причем уже такие с прокачанными апгрейдами вот такого вот вида. И, в общем, ну, получается очень такой классный меч, с помощью которого, помимо прочего, видите, еще там на путешествии он прокачан, можно телепортироваться, например, вот так вот раз, то есть как с посохом, да, путешествие, примерно такая вот получается система. Такой вот хороший классный меч, то есть повышенный шанс на выпадение там жемчуга, там черепов и плюс телепортация. Очень интересно. Вот, поэтому тоже попробуйте присмотреться к такой вот броне инструментам. Мне кажется, на начальном этапе игры как минимум это может быть очень полезно. Ну, а в этом видео на этом все. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы новые видео не пропускать. Жду вас в следующих сериях. Пока.